Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе чаю, взять печеньки, готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой смотреть Легенда об Искателе. Хотел я случайно сказать Легенда об Анге. Выкрутить свет, ты хочешь, чтобы я ослеп? Вот так, ну более-менее. А сейчас смотри, тебя пальчиком тыкну. Ну, И хорошо. Вот, соответственно, Легенда об Искателе, вторая серия первого сезона. Начало было бодрое, мы поняли, что нашего Искателя никто не тренировал, он все профукал в своей жизни. Горохом из рогатки стрелял, судя по всему, там, не знаю, яблоки с деревьев срывал, ну вот это все у него веселое детство было, а пользы, короче, никакой он и не получил, поэтому надо в срочном темпе тренироваться. Нас украли Здесь украли река. книгу. Фейн отправился на восток, к границе. Сюда. Украли книгу? Как нам перебраться, Да. если моста нет? Был еще один мост южнее, но его смыло. Я его восстановил. Что ж, перейдем реку и выйдем на его след. Здесь. У Фейна резвый конь. Но он не знает эти леса, как я. Он не сможет ехать быстро, особенно ночью. Знает и хоть каждое дерево по имени, он далеко ушел от нас. В сторону границы, которую ему не пересечь. А долго сидеть еще будет? Должно быть, он уверен, что пройдет. А может пойдем? Так почему мы все еще здесь? Вот именно! Не зря ты Искатель. Опусти меч, Ричард. Я тебе не враг, Чейз, но буду биться. Я тебя знаю с тех пор, когда ты ползал. А? Ну, когда ты был гусеницей, ползал, потом стал бабочкой, я с тех пор тебя знаю. Неужели я тебе враг? Я пришел помочь. Но сначала скажи мне, что здесь во имя духов творится? О, Хогвартс. Я был тебе благодарен все эти годы, Фрейден. Думал, ты сделал для меня больше остальных. И сполна заплатил тебе за это. Вы были очень щедры, лорд Рау. Но теперь оказалось, что ты подвел меня. Нет, я сделал все, как вы приказали. Мы убили каждого новорожденного первенца в Бреннидоне. Кроме того, кто был нужен. Ты дал ему проскользнуть. Нет, ну, братан, это закон подлости, понимаешь? Вот ты вроде хочешь сделать все как надо, но вот всегда найдется что-то. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Ну, я, конечно, сомневаюсь, что он бы отказался, наверное, убить всех младенцев самостоятельно, потому что он, походу, какой-то жесткий. Но он бы все равно, ну, это физически, я не знаю, у них вот какая-то огромная крепость, да, судя по всему, там, наверное, живут десятки тысяч людей, если не сотни тысяч. Ходить убивать каждого новорожденного, с ума сойдешь, времени миллион надо. Поэтому как бы тут надо делегировать, чтобы вместе с кем-то, чтобы побыстрее было. Потому что один будешь бегать, год потратишь в своей жизни. Вот. Ну, просто бывает такое, что по закону подлости твои планы и твои хотелки не сбываются. Сквозь свои пальцы. Возможно, мой господин ошибается. 23 года я спокойно почивал, считая, что отвел пророчество. Но этой ночью оно напомнило о себе кошмаром. Я увидел, как он был наречен. Ошибки нет. Искатель уже принял меч. Тогда позвольте трубить сбор. Я его найду и завершу дело. И как ты сделаешь это? Искатель за 1000 лиг отсюда, по ту сторону границы. Твои бренные кости смогут донести тебя туда? Ты знаешь, как пройти через нее? Если эта исповедница прошла, и мы сможем. Я благодарен за твое рвение, дружище. Ну пусть теперь этим молодые займутся. Тебя что, убьют Как сейчас? вам будет угодно. Дай мне руку. Да за что? Я ценю твою многолетнюю службу. За то, что не убил всех младенцев тогда. Фу, жестко. Не, ну ты такой простой, конечно, ты даешь такие задания, а потом еще удивляешься, что оно не получилось. Ну, бывает такое, как бы, человеческий фактор никто... А ты вот почему 23 года спал спокойно, а не в первый год это все понял, в своем сне не проснулся?
вот вообще Мог такие. пойти проверить. Вот именно. Взял, короче, все свалил на деда. Дед, ты что Принеси сделал? мою книгу пути. Книга пути? Приказы лорда Рала. Собрать наших могущественных колдунов, разместить их с артиллерийскими батареями. Прикольно. Он, это типа как мессенджер какой-то, типа WhatsApp, вот это вот Discord. Да-да-да. Он пишет тут, а они видят там. вдоль Прикольно. границ. Пусть используют магию, чтобы проникнуть через барьер. На той стороне солдаты должны найти искателя и убить его. И ты должен убить этого Даркина Рала? Так гласит пророчество. Но чтобы сделать это, надо вернуть книгу сочтем. Они все еще сидят здесь, болтают. У них там мужик книгу украл. Он уже, наверное, уже все Они уже такие, уходит. надо спешить. Да. Он добежит первей нас. Книга важна, мы без нее не сможем свергнуть его. Давайте посидим. Что у нас по делам? А вы видели, нет, кто в футболе выиграл в последнем чемпионате? Блин, там такой бой был, да, вот это вот? Или они такие только встали, только решили идти так. Надо на дорожку посидеть. Как без этого и сели. Ой, не Книга могу. теней. Секреты власти начертаны на ее страницах. Если Даркенрал их узнает, мы не сможем его победить. Поэтому нам надо найти Фейна до того, как он доставит книгу Ралу. Я знаю, это звучит странно. Я догадывался, что ты рожден не тропы чистить. Ты нам веришь? Ты пойдешь с нами? Ну как же я откажу? Как ты зовешься? Искателю. Неопытному и необученному искателю. Нам пора в дорогу. Вам нужен отдых, еда, свежие лошади. До границы отсюда. Отдых. Давайте еще поспим. Мы не торопимся от слова совсем. Можно вообще в отпуск уйти здесь на неделю. Чисто почилить, вкусняшки покушать. Может, в санаторий съездим на другой конец страны. День пути. Полно времени его догнать. Отправимся с рассветом. Нет, это в 3 часах отсюда. Келлен права, мы должны торопиться. Снова спешишь, Ричард? Трудности твои начались, когда ты бросился помочь Кэлен, не подумав. Урок номер 1. Чтобы успеть, иногда нужно остановиться. Это же бессмыслица. Не ищи смысла у волшебника. Особенно голодного. Я плохо колдую на пустой желудок. Поздравляю с удачей. Моя жена готовит самый отменный суп в Хартленде. Так, а какой суп? Суп ты скажи какой? Суп, лапша, борщ, солянка. Вкусно. Я рада, что вам нравится. Ну, что скажете? Оно было широковато в плечах, но я прибрала. Нормально. Дать моей девочке иголку, и она заштопает весь мир. Красивая. Мам, они женаты? Вы женаты? Нет, вы мне Она скажите. хочет знать, вы двое, муж и жена? Одна сатана. Нет, мы просто... Путешествуем вместе. Дети. У вас прекрасная семья. Большое спасибо за гостеприимство. Вы меня извините? Он мне, короче, напоминает, знаешь, я вот точно не сказал об этом в первом серии, еще хотел, думаю, ну ладно, наверное, показалось, а когда там полсерии прошло, я понял, что реально кажется. А вот второй опять включил, как с чистого листа, и опять кажется. Он мне напоминает актера, который играл «Бегущий в лабиринте», который был худой, маленький. Дилан О'Брайен? Ну, это он, нет? Ну, из Волчонка. Стайлз. Нет, не главный герой, а его друг он был, вот худенький такой, ему еще лет 25-30 еще, а он еще на 16 лет выглядит, вот этот вот, есть же? А, я поняла, да, ага. Вообще похож, я как не... Он в «Моя ужасная няня» играл, нет? Моя ужасная няня вообще такой не видел. Ну, короче, вот он был другом, бегущий в лабиринте, короче, вот это он. Я сейчас ему покажу. Им покажешь? Тебе покажу. Давай быстрее, время идет, тайминги, смотри на время. Актеры. Да, это вот Томас Сэнгстер. Да, вот Томас Сэнгстер, не знаю, я на него смотрю, короче, вообще похож почему-то, да, тебе не кажется похожим? Как будто похож. Сейчас пока что. Что-то у них есть общее. Ему 33 года. Ну вот 33, а выглядит на 16, да. Я вот про него и говорил.
То ли прическа такая, то ли черты лица. Я скучаю по своим. Ты еще с ними увидишься. Мои родители умерли. То ли глаза Была только лупоглазые. сестра. А теперь я одна. Прости, я не знал. Нелегко терять тех, кого любишь. С этой магической штукой ты нашла Зеда? И граница прошла. Тамагочи кормит. Что это? Это вот, знаешь, помнишь из Аватара святая вода, которая лечит любые раны? Да. Ничто. Кто? Реально Тамагочи, что ли? Ша, мерцающая в ночи. Она провела меня через границу и привела к Зеду. Ее народ живет в лесах срединных земель. Это она тебе. Что она сказала? Спасибо, друг. За что? За то, что тормозишь Я нас дал в Фейну уйти побеге. с книгой. Но ты решился носить имя Искателя и принял меч. Ша говорит, что впервые на ее памяти все мерцающие обретут надежду. Я не подведу ее. Откуда у нее такая уверенность? Она что, всезнайка, все знает? Так забавно похихикал. Что это? Готов! Блин! А я вот понять не могу. Это эта стена или этот купол, оно прям разделяет две какие-то отдельные территории? Или это отдельные две планеты, и это как бы не стена между Мне кажется, это разные территориями? миры просто. Ну, то есть это как просто телепорт ворота, да? Да. Просто видишь, они как будто ломают Там вот телепорты. она по проходу же по Да, какому-то ну может перешла. быть это вот просто на вот типа две страны, и у них такая магическая какой-то барьер, который нельзя просто так преодолеть. Ну, может быть. Короче, вот это пока момент не очень понятен. Были странные всполохи в небе. А Ой. потом сюда ворвались чудовища. И всех их убили. Это было ужасно. Мы умрем с Прошу, голоду. пожалуйста, успокойтесь. Ай, дурак. Как мы можем быть спокойны? Что если завтра это будет не Скотт, а мой сын? У тебя проблема. Несколько мертвых коров – это только начало. Чего ты хочешь? Те вспышки в небе, жрущие скот твари. Это все означает только одно. Мой господин Даркин Рал пытается разрушить границу. И как он это сделает? Ему подчиняются легионы. В его распоряжении сильнейшая магия. Соглашение соблюдало... Видишь, он сказал разрушить границу. То есть, возможно, это реально магическая граница, просто типа планета поделена нам на несколько частей. Может, на две, на мир обычных людей, на мир магических существ, что-нибудь такое. Сотни лет. Почему сейчас? Потому что ему нужно это. Книга? Ведьма украл ее у лорда Ралла, и он готов на все, чтобы вернуть ее. Когда он сюда прорвется, то уничтожит Врет. любого, кто встанет между ним и тем, что ему принадлежит. Я ведь не сделал ему ничего плохого. Зачем ты говоришь мне это? Лорд Ралл – великий предводитель. Он вознаградит любого правителя, который докажет свою преданность империи Ралла. О чем ты меня просишь? Я не могу ждать, пока границу разрушат. Мне надо пройти ее сейчас. Я не... Я не поняла, ты командир или кто?
вот этот брат искателя, он вот почему он слушает просто рандомного чувака, который пришел к нему? Я же еще в прошлой серии это все обсуждал. Да, но меня просто... я не Пришел, понимаю. понимаешь, вот такое, Почему? вот такой, он такой, ага, я буду слушать тебя, неважно, кто мне что говорит теперь, все, ты для меня... Почему у него О, нет скептического какого-то взгляда на это все? ну я же тебе еще в прошлый раз ответил, он мудак. Все крайне просто. Если бы он не был таким мудаком, то, возможно, сюжет сериала бы не сложился. А чтобы сюжет сериала, в принципе, протекал довольно-таки неплохо, нужно было сделать этого персонажа таким мудаком. Скорее всего, как-то так. С другой стороны, видишь, он же тоже, он знаешь, чему подвержен, мне кажется? Тому, что он король маленькой-маленькой деревушки, возможно, там типа из 6 домов или что-то, ну прям вот маленькое поселение. И он тоже, наверное, боится, что эти придут там через границу, а там могущественно, ты видела сама какой город, там типа все, огромная территория, власть. И, возможно, он такой увидел его доспехи, типа у них-то все ходят чисто в кожаном всем, вообще у них нет ни доспехов, ни оружия нормально. А он его увидел, он такой, солидный рыцарь, типа, наверное, там все такие, поэтому раз он такой солидный, серьезный мужчина, то я ему поверю. Он разрешает ему Командовать его деревней. не как только будто бы. командовать, а собой даже помыкать. Да, Он да. ему указывает, что делать. Но он тоже, видишь, он верит как будто бы в ту правду, в которую хочет верить. Он такой, мне мой брат, который приемный оказался, не нравится, а этот обвиняет моего брата, ну, значит, он прав, потому что мой брат мне не нравится. Вот так это выглядит. Типа он сам себе навязывает ту историю, в которую хочет верить. Помочь это сделать. Меня преследуют, чтобы убить и заполучить книгу. Это сильные противники. Твой брат. Мой брат. Он уже не твой брат, с тех пор, как ведьма его заколдовала. Та самая ведьма, что в ответе за смерть твоего отца. Ну, видишь, он как давит, тоже психологически. Ты дашь мне эскорт моих Нет, мыслей. не даст ему эскорт. Ты что, в Дубае собрался с красавицей? Какой тебе эскорт еще давать? Давай сам заработай. Знаешь, сколько эскорт нынче стоит? Там цены такие, с ума сойти. Давай, сам заработай, сам поработай, потом хоть не один эскорт себе покупать. Следователей надо остановить. За деньги, да, вот этот, конечно. Мир уже меняется, советник. Так или иначе, лорд Рал войдет в Вестландию и подчинит себя. Как подчинил Срединные земли, а следом и Тхару. Тебе нужно решить для себя. На чьей ты стороне? Будешь ли ты на стороне добродетели? Или пойдешь против нее? Гони его отсюда вообще из этого мира. Реально, я еще в прошлой серии говорил, надо его связать и в тюрьму. Все, что неизвестное, все в тюрьму, я считаю. И рот ему заткнуть, а то он много разговаривает. Так, тебе сколько лет? Ну ладно, 24, ладно, можешь смотреть. Что? То, как ты смотришь на нее. Не знаю, о чем ты. Думаешь, я такой старый, что не помню, каково Ну, это, такой когда мужской, по тебе конечно. скачут мурашки при виде красивой девушки? По мне не скачут мурашки. Мурашки, зуд в животе, дым в голове. Называй как хочешь, но ничего не выйдет. Не с ней. Почему ты это говоришь? Ты должен сконцентрироваться на поисках Фейна. Смотри на след перед собой, а не оглядывайся на нее. Урок номер 2, искатель. Очисть разум от того, что было и будет. Сосредоточься на цели. Поехали. Искатель, хватит уже так пялиться. У меня тамагочи. Может, у тебя что, красавиц в деревне больше не было? Ой, пришел. А этот уже тут. Уже тут. Ему только сказали «фас». И он тут, вы точно нет командира? Вы как будто бы мальчик на побегушках. Вам что не говорят, вы все делаете. Я считаю, истинный правитель должен сидеть в своем кресле, отдавать приказы только. А не вот туда сходил, сюда сходил. Еще у тебя армия, конечно, потрясающая. Один с вилами, другой с вилами, топором. У тебя армия есть нормально? Нет рыцарей, где мечи Ну, вот нет, эти? они же крестьяне просто. Ой, ходит, выпендривается среди непонятно кого.
Сложите оружие и идите с нами. Там у кого-то вообще деревянный молоток, судя по всему. Да, да. Или ведьма будет убита. Ричард, нет. Что ты делаешь, Майкл? Защищаю мирных граждан от магии. Она не ведьма. Пока она не появилась, в этих местах было тихо и мирно. Она настроила брата против меня. Мой отец убит. Она привела смерть в наши дома. Прошу вас, люди, опустите оружие и послушайте. Патрик, ты знаешь меня всю жизнь. Вчера твой сын шел с коровой через мост. Что я сделал? Я потерял стадо из-за нее! Убить ее! Да, точно! Убить ее! Трэш, конечно. Ребята, успокойтесь, пожалуйста. Прочь от нее! А как так? Дика спасла его. Ну да, да. Побежал, испугался. Надо было в ноги им туда сдуть. Но... Ты в порядке? Неужели в Хартленде все сошли с ума? Люди напуганы. Им надо кого-нибудь обвинить. Ну да, по факту. Правило волшебника. Всегда так делают. Люди верят лжи, потому что хотят верить, что это правда. Да, или да. потому что боятся знать правду. Все верно, дед, ты вообще молодец. Даже мой брат пошел против меня, а люди знают, что ты со мной. Езжай домой. Убедись, что твои в порядке. Скачи. Я догоню вас. Хорошо. Что, умерла? Твоя это вот умерла? Что такое? Ша. Уничтожила стрелу, и ее свет иссяк. Капец, а пожертвовала жизнью ради него, прикинь. Блин, ну такой персонаж, мы только подружились. Помочь ей можно? Слишком поздно. Она умирает. А если у нее семья, дети? Изверги. Я, кстати, так понял, она прошла сквозь эту границу только благодаря этой феечке. Типа феечка открывала границу, и она прошла. Получается, если феечки у них нет больше, они границу не пройдут. Угу. Другой способ. Пусть духи осветят твой путь через страну теней в чертоге вечного Ну как мира. красиво. Она отдала жизнь, спасая меня. Да, прикинь. Могла вернуть тебя домой. Мне жаль. Она пожертвовала собой, чтобы защитить Искателя. Мы бы сделали то же самое. Ша почти не знала меня. Да и вы тоже. Но мы знаем, как важна твоя миссия. Я сделаю все, чтобы смерть Ша не стала напрасной. Тогда начнем искать Фейна. Он знает, что без магии не сможет пересечь границу, но даже не пытался отнять у нас Ша. О чем это говорит Искатель? У него есть другой способ пройти. Говорите, что вы делаете у моего дома. И, может, останетесь живы. Тебе лучше зайти. Ну нет, ну вы что еще его... Эмма? А кто сомневался? Он вообще везде, он везде сущ. Где везде он не нужен, он везде там сразу появляется, да? Я вообще не знаю.
И ему, кстати, все сходит с рук. Он там деда убил, этого в итоге смерть деда спихнули на брата. Там что-то кого-то убил, опять все это спихнул. Он просто ходит, всех убивает, и все такие, ну ладно, он же из другого мира, ему все можно. Знаешь, короче, я еще какой... Вседозволенность. Да, я какой вайп словил от этого сериала. Зена Королева воинов. Похоже очень. Тут даже одежда у некоторых персонажей как будто прямо из этого сериала была взята. Отпусти ее. Брось оружие. Или я перережу ей Тебя бросить надо. У него ножичек вот тут еще. Нормально. Что тебе нужно? Это дхарианский боевой топор. Такие делают с прошлого года. Он не мог оказаться здесь до того, как граница была образована. Ты знаешь, как пройти ее. Я говорил, что купил у торговки. И не знаю, как она его достала. Как я могу лгать, если у тебя моя дочь? Отпусти ее, Фейн. И я скажу тебе, где живет торговка. А если ты отправишь меня в логово ведьмы, Чейз? Так тебе и надо, получается. Отпусти Лору. Я отведу туда тебя сам. Надежнее, если я пойду с Лорой. Нет, это ни к чему. Я точно скажу, где эту торговку найти. Хорошо, если твоя информация верна, я пришлю ее обратно. Но если нет... Какой ты душный, а? Эту торговку зовут Костяной женщиной. Ему вот, кстати, вообще доверять нельзя. Он даже если он получит то, что хочет, он все равно может убить Лору, по сути. Этой деревне хватило одного вот этого рыцаря с другого мира, чтобы подмять под себя всю деревню их. Вот прикинь, насколько это никчемная деревня. Просто Никчемный этот правитель. Да, и вот я хотел сказать, особенно правитель, потому что, ну, от правителя многое зависит. Реально пришел один воин, без Просто оружия, без ничего. Наболтал им всего. Они такие, да. А помнишь в Астерикс и Обеликс, или ты не смотрела? Кого? Астерикс и Обеликс, там фильм один, второй или третий, где шаман пришел, тоже им все наболтал, и они такие, да, мы тебе верим, и пошли, он начал ими управлять, короче, просто рассказав, что где-то видел золото. Я не помню такого. Конь Фейна? Оленей след. Граница идет на юг и на север. До края никто не добирался. Куда он пойдет, неизвестно. Так же, как вчера. Что это такое? Даркин Рал пытается пройти границу, а быть может полностью ее разрушить. Что ж, это хорошо. Хорошо? Беспокойный Рал то, что нам нужно. Выходит, Фейн с книгой еще не переправился к нему, и есть время его остановить. Она века простояла. Как Рал может ее разрушить? Не знаю наверняка. Но кроме того, что он сам маг, у него есть колдуны и волшебники, которые ему преданы. Не все мы на стороне добра. Помимо магии, тысячи солдат состоят в его армии. И я обязан его убить? Один? А мы на что, похожи на жареные сардины? Же у тебя есть меч. Меч, точно. Драться с армией? Не просто какой-то меч. Меч В нем искателя. сила всех искателей, владевших им до тебя. Люди восстанут и пойдут за тобой, когда узнают, что искатель вернулся. Урок номер 3. Когда искатель бьется в одиночку, он бьется силой многих. 2 против 1. Блин, они так рассказывают и про его силу невероятную. Ты один можешь победить армию из 1000 воинов, невероятных магов, бла-бла-бла. И так хочется увидеть, что же там за сила такая. Где вот этот вот, я не знаю, что он там умеет, армию призывать или мечом там всех рассекать. Где вот это что-то такое хочется. Не равны. Мы не деремся с тобой, Брэнстон, а ведем к первому советнику. Что он вам платит за предательство Вестландца? Мы выполняем приказ. Какой? Дать убийце похитить мою дочь?
Я не могу, такие верные, просто вот, опять-таки, рандомный чувак из другой страны отдал приказ, и они такие, да, пойдем выполним. Ну, здесь непонятно, про кого речь. Возможно, речь про правителя, что правитель им сказал, они такие, да, а правителю сказал уже тот. Ну да, может быть. Ну просто если тот им напрямую сказал, они такие, ладно. Ну, нам объяснили, типа, вот эту вот логику тем, что люди верят в то, что хотят просто. Вот поэтому они, возможно, и верят ему, потому что его рассказ у них должна быть максимально правдоподобный. Воины. Так, ну, возможно, правитель командует ими. Шансы, о которых я говорил, не равны для вас! Так, давай, ну-ка. Покажи, как надо драться. Вот так. Молодец. Причем, знаешь, еще что меня больше всего убивает? То, что, ладно, как объяснить, они этого пацаненка, искателя, знают 23-24 года. Все. То есть, ну, должно же быть какое-то доверие к нему. Типа, да, мы всегда знали, что ты себя так ведешь, и сейчас ты тоже себя так ведешь, поэтому мы тебе доверяем. Типа, как можно верить в гипноз, если человек ведет себя, в принципе, адекватно и как обычно? Ладно, когда человек как зомби ведется, там, типа, и как-то непонятно, можно. Но вы же все с ним общаетесь. Ладно, брат, он тоже его видел, знал, но он его недолюбливал, судя по всему, потому что родители, возможно, приемного брата любили больше. И у него зависть там вот эта вот какая-то появилась. И он его недолюбливает, но все остальные-то должны хотя бы какую-то каплю разума в голове держать. С границы есть вести? Атака идет, мой лорд. Барьер, похоже, ослабевает. Готовься! Пли! Некоторую ночь уже не спят. Ага. Я вот думаю, ладно, эти стоят, они там катапульты, снаряды шмалят, а воины что, просто с мечами, они такие. Польза. Ричард! Я в порядке. Что бы Рал ни делал, это действует. Граница слабеет. Вы слышали это? Кто такой? Не слушай их, мальчик. Кто они? Люди тени. Это души умерших. Говорят, они проникают в границу из подземного мира. Они говорят со мной. Отец там, да? Я скучаю, я хочу увидеть. Мама? Они не настоящие. Это уловка, они утащат тебя в подземный мир. Ричард, нет! И поэтому мы не подойдем тебя останавливать, не схватим тебя за руки или не оттащим тебя от этого портала. Мы просто будем стоять в сторонке и кричать: Ричард, нет! Пожалуйста, услышь нас, нет! Но он сейчас пройдет, смотри. Это же искатель. Мам, я здесь. Стой! Мам говорит. Нет, вы что, угораете? Не сливайте его. Они у него и магию забрали, наверное. Зет! Да не умер, не верил. Как он? Его дыхание слабеет. Нужно найти ему лекаря. Нам нужно найти Фейна и забрать книгу. Да, но мы не догоним его, таская Зеда за собой. Мы не будем. Но нельзя же оставить его здесь. Вспомни, что он сказал. Он готов за тебя умереть. Сколько еще людей, по-твоему, должны из-за меня умереть? Я не знаю. Возможно, много. Но ты спасешь много больше. Освободи их от Рала. Лучше бы я тех голосов не слышал. Когда я сюда проходила, слышала, как мать зовет меня. Ань, прикинь, если бы ты была на ее месте, да? Или на месте деда. Ты бы такая: да, ты искатель, ты пройдешь нормально, я тебя не останавливаю. Он такой заходит и умирает. Как я сейчас сказала, да, он пройдет. Да, я вот к этому и веду. Такая, конечно, из тебя помощница. Хотела верю в пойти с ней него. куда угодно, но не пошла. Что тебя остановило? Я знала, что должна найти тебя. Даркин Рал способен и мертвых заставить служить. Быть может, он использовал духов, чтобы заманить нас
и не дать сделать то, что мы должны. Нам нельзя медлить. Оставайся с Зедом. Я найду Фейна и книгу, и вернусь к тебе. Ты не можешь идти один. Слишком опасно. Предназначение мне решать. Чейз, что случилось? У Фейна моя дочь. Он едет в южное пристанище к костяной женщине. Нужно ехать туда. Скачи с ним, я привезу Зеда. Хорошо. Где ты прячешь ночной камень? Ой, неадекватный пришел Эдди сюда. не имеет ночной камень. Не лги мне. Я видел топорик, который ты продала Брэнстону, гвардейцу советника. Эдди его не знать. Ты видишь эту девушку? Это его дочь. Кого она видит? Она слепая. Ты дурачок, что ли? Как тебе нравится ее нежная, теплая кожа? Через минуту она начнет быстро холодеть. Если ты не отдашь то, что мне нужно. Блин, было бы прикольно, если бы она тоже была из мира магии, возможно, просто сюда перекочевала, жила среди всех простых смертных, типа простых людей без магии, и у нее есть тоже какие-то там способности, и она такая типа пум-пум-пум, и избила его, и сразу там, не знаю, магией, водой там что-нибудь убила, да? Было бы прикольно, прям вот по заслугам ему. Пожалуйста, мисс Эдди. Сделайте, что он говорит. Так. Булыжник. Это не булыжник. Это звать ночной камень. Он иметь много магии. Ты брать Понял. его идти по южной тропе к границе. Он проведет. Оставь, девочка, с Эдди и уходи. Девчонка пойдет со мной. Ты такой неугомонный, оставь ее уже в покое. Ты сказал, если Эдди мне поможет, я ее отпущу. Эдди тебе помогает, почему ты ее не отпускаешь? Потому что он еще не прошел через врата, понимаешь? Так если он потом пройдет через врата, он ее там и оставит с той стороны, она уже обратно не вернется. Ну вот. Ну ты же подлый человек, господи. А тебе точно этого и ждать. Сейчас бы книгу у него забрать, конечно, было бы неплохо. Дракон? Грифон? Ой-ой-ой! Беги! Папа! Лора! Он типа птицу на нее натравил. Да? Ну типа да, на вкус крови, на запах крови. Но это не птица, это гарпия какая-то. О, хорош. Ну наконец-то искательские приключения. Да ладно, не ори. Офигеть. А если это меч искателя, можешь сама очищаться? Вот типа, чтобы его каждый раз не мыть, он чтобы такой все впитал кровь и опять чистый. Было бы удобно. Как ты? Ты не ранена? Если бы я верил в сказки, то сказал бы, что мой друг Ричард Сайфер сразил дракона. Это не дракон, какая-то гарпия. Спасибо. Лора, хвала духам, ты жива. Твой искатель ее спас. Как он? Такой я. Все так же плохо. Уже не такой бесполезный. Но он не умер. Да нет, конечно. Его Сейчас тело она его всё спасет. горит. Ядом теней умереть можно. Вылечишь его? Эдди знать средства. Она будет стараться. Мы оставим его тут. Вернемся, когда заберем книгу. Надо идти.
Отсюда Фейну понадобится меньше часа, чтобы до границы добраться. С ночным камнем он имеет мощь пройти сквозь. Нужно торопиться. Нет, Чейз, у тебя есть семья. Отвези Лору домой и убедись, что остальные в безопасности. Тебе нужна помощь. Мне Кэлен поможет. Она сказала при первой встрече, что не даст себя в обиду. Если понадоблюсь, дай знать. Я примчусь так быстро, как сможет мой конь. Туда долго скакать, Чейз. К другу скакать недолго. Погнали, уже поехали. Реально, уже 2 дня прошло, вы все еще не едете. Догоним Фейна. Любезностями обменялись. Да-да, феи не думают, феи делают. И вот сюда, кстати, это подходит. Уже ночь. Так хочется, чтобы она фальшивку ему какую-нибудь дала, но, видимо, нет. Камень-то синеет. Эти все Туда, еще кидают. на юг. Уже неделю кидают. Поверните орудие и цельтесь в огне. Есть, сэр. Фейн! Отдай мне книгу. Убить их. Я сказал, отдай мне книгу. Я бы на его месте просто сейчас в ворота прошла, вот в эти. Ага, и пробежала, и все, да. Там армия тебя ждет, защита, ты просто забегаешь, и все. Я вижу, ты так и не усвоил урок. Мальчик. Он еще сам драться пойдет. Ну, он такой, знаешь, типа, честь. Ну Честь у какая него. честь? У него нет чести. Ну, честь, то, что он, типа, честь того, что он самый крутой. Типа, если уж туда, ты что, сможешь меня победить, щенок? Это же я, честь, сейчас всех вообще порешу. Это я все усвоил. Прям на меч щелкает садится. Мать, давай нормально дерись, а? Ты даешь себя в обиду или нет? Нормально -1. А это же получается, это же не его воины, это скорее всего эскорт, Ну да, наверное. который отправил его брат. А сейчас они убьют его эскорт, и брат потом скажет: видите, они плохие, они убили эскорт, который защищал этого воина. Получается, они вообще плохие, нужно их всех поймать и казнить. Его брат сидит дома. Брат недалекий Не персонаж. выходит. Песок кидай в глаза, песок в глаза. Нормально. И в лицо, и в лицо. Правильно, правильно делаешь. Давай. Вот так, ой, хорошо и вкусно, нормально, молодец. Книгу забери. Камень. Что ты выпендривался, а? Смотри, какой меч умеет, что светиться. Хорош. А что меч-то засветился? Что это дает? Ну, типа, что меч искателя. А протереть? Нет? Нет, Ты зачем? сделал это. Ты искатель. Ну, я уже устал быть искателем. Ага. Какие 1000 воинов? Я одного такой как победил.
Фу, не обнимай ее кровавыми руками. Прорубили! Пока этот дурачок камень искал 3 дня, эти за 3 дня уже границу полностью разбили. Получается, пользы от того, что он искал, даже не было. Залег бы где-нибудь, а потом перешел границу. Граница открыта! Все в пролом! Найти искателя! Убить его! А что его искать? Вон лежит на границе. Прилег, отдыхает. Что, драться будешь? Прям сейчас? Что будем делать? Примем бой. Нифига. Как так-то? Он в первой серии вообще отрекался от всех этих боев, от всего, от ответственности, да. Это не я, кому вам нужен, ла-ла-ла. Прошло 2-3 дня, он такой, примем бой. Это 100 будущих трупов, только я один их своей сильной волевой рукой смогу победить. Ну и ты, ладно, еще на подсосе. Книга сочтенных теней. Они не должны забрать книгу. Не подходи! Не забирай книгу, у меня не отнимай! Дай мне книгу. Ты не постучался. Я дарую тебе легкую смерть. В этой книге содержатся секреты власти. И если Таркинрал добудет ее, то узнает, как подчинить себе каждый уголок мира. Достать ее! Ого! Я, конечно, не знаю, насколько это мудрое решение. Потому что, ну, типа, да, возможно... Сгорит ли она, а вдруг не сгорит? Ну, даже не этот момент. Да, конечно, ты уничтожаешь книгу, и, типа, вот этот вот правитель из-за этого не сможет захватить весь мир, и, типа, это будет защищено. Но я так понимаю, это книга Искателя, и Искатель тоже мог этой книгой воспользоваться. Что-то Ну там да, он же мог читать ее. Да, то есть что-то узнать, использовать какие-то, возможно, заклинания, фишки, способности или что-то такое. То есть он как бы не дал самое ценное своему врагу, но тем и самым ослабил себя. То есть он не сможет, возможно, прокачиваться из-за этого, да? Какое-то такое сомнительное решение на самом деле. Взять их! Очисть свой разум от того, что было и будет. Сосредоточься на цели. Возможно, это у него внутри просто воля Искателя сработала какая-нибудь там, и он поэтому такой, так, искательское нутро мне говорит выкинуть книгу, и выкинул. То есть, возможно, это даже не он сам принял решение. Когда Искатель бьется в одиночку, он бьется силой многих. О! Спокойно, Блин. старик. Кто ты? Друзья просить, я тебя лечу. Где они? Ступать к границе. Я им нужен. Вот тоже, как он успеет к ним подбежать, если нам показали, что они с утра выбежали от нее, а прибежали только к ночи. То есть целый день, наверное, бежали, были в пути. Ну, он же сейчас портал какой-нибудь откроет, в магический. А если нет, а если он тоже побежит, но нам пока что он прибудет сюда через полчаса. Не говори. Ой, сейчас вы к нему в голову сядет.
оставалась, она осталась без оружия. Двоих. Вы капитана своего убили, вы в курсе, нет? О, это под трибунал срочно, это сразу в тюрьму, это срок большой. Сейчас маг придет, смотри, маг. Ну это круто, конечно. Нет, это, конечно, круто, что он сражается как воин, но это просто битва, не знаю, я вот здесь ничего искательского не увидел, я реально думал, что, ну, мне, по крайней мере, хочется, чтобы вот это вот искательское в нем, это было что-то более круче, там, Больше, чем драка просто. Больше, чем драка, да, какие-то способности, что-то такое, может... Магия. Да, светящийся меч, там, я не знаю, который там этот, джедайский меч, что-то вот такое магическое, пылание огнем, превращение в дракон, ну, что-то, ну, ты круто дерешься, молодец, да, ты дерешься за многих, но если это все, что от тебя хотят тут видеть, то это как-то, как будто слабоватенько. Красивый кадр. Да. Ой, вообще такие цвета зеленые, желтый, огонь, и портал, и вообще. Ну, красиво, не поспоришь. А целоваться будем, что ли? Ричард, ты уже дважды меня спас. Рано. А ты сколько раз его спасла? 0. Обнимашки, просто обнимашки. Ну ладно, просто обнимашки лучше, чем ничего. Офигеть, конечно, с армией справился. А Ну. будет зарастать? Вот я думаю, что нет. Я тоже об этом хотел сейчас сказать. Мне кажется, не будет. Что они будут с дырой теперь, да? Да, мне кажется, это будет и проход постоянный между двух миров. И типа должна быть стража какая-то, защита там туда-сюда. Если только маг не придет и не починит эту брешь. Но мне кажется, у него не хватит навыков и способностей. Все-таки сгорела книжка. Пришел, а ты рано пришел. Я пропустил самое интересное. Зед, ты жив. Наверное, яда теней маловато, чтобы убить меня. Он сжег книгу. Прикинь. Да, сжег. Чтобы она не попала в руки тхарианцев. Как мы теперь исполним пророчество? Оно, по-моему, уже исполняется. Что это значит? Ты можешь не согласиться, но разве пророчество не говорит, что Искатель использует книгу, чтобы победить дар генерала? А вот он ее использовал. Только иначе, чем мы думали. Важно, что он не дал книге попасть в руки Рала. Ну ладно, Быть логично. искателем — это уметь принимать решения. И Ричард сегодня принял первый из многих. Но как насчет секретов, что хранила книга? Как он победит Рала, не зная их? Что ж, выходит, Искателю придется пройти свой путь без инструкции. Ну это плохая затея. Куда теперь? Без инструкции вещи попробуй постирай. Они у тебя все сядут, скатятся, цвета перепутаются. Без инструкции этот метод проб и ошибок крайне долгий и крайне тяжелый. В границе брешь. Но можно и повернуть обратно. Он скажет, пойдем туда, в новый мир, магический. Один мудрец, помнится, сказал мне: в жизни нельзя отступать. Только вперед. Слова истинного искателя.
Мой господин, один из наших колдунов отправил весть с границы. Он единственный выживший из всего отряда. Единственный выживший? Да, мой лорд. Им удалось пройти сквозь границу, но Искатель убил всех. Книга? Сгорела, мой лорд. Что ж, теперь мы с Искателем в равных условиях. Мой господин, с Искателем только волшебник и исповедница. А у вас тысячи подданных, армия готова исполнить любой ваш приказ. Ты сейчас тоже умрешь, походу. Будешь много болтать. Тогда пусть глашатые объявят на всех 3 территориях. Тот, кто доставит мне Искателя, получит от меня богатство несметное. О, вообще красиво. Так куда именно мы идем? На поиски Рала, конечно. Это будет непросто. Он переезжает из дворца в дворец, из замка в замок. И повсюду его шпионы. Да еще есть магия, чтобы исчезнуть незаметно и тайно появиться. И как мы его найдем? Ну, шаг за шагом, мой мальчик, шаг за шагом. Ха. Там, где мы не найдем Рала, мы найдем его подручных. А также людей, которым нужна защита от его темной магии. Там твой меч не часто будет лежать в ножнах. Я буду готов. А я не сомневаюсь. Реальная картинка вообще сочная. Все? Вот как-нибудь так оставим. Хорошая серия, насыщенная, такая же, как и первая. Быстро движемся по сюжету. Замочили сколько там? 500 миллионов человек. Миллионов человек, да, в одиночку. Даже этого противного, вдвоем. который нас раздражал 2 серии, его тоже зарубили. А вот это я рада, кстати. Наконец-то. Да выпендривался. Да. Да, динамичная, бурная серия, хорошая. Прям в одну, опять-таки, в одной серии прям показывают много всего. Как будто и не одну серию ты посмотрела. Но от этого интересно смотреть. Слава богу, не растягивают. Очень хорошо. Да. Все? Единственное, я вот что думаю, почему она, когда говорила, да он как бы такой телепортируется, у него замок из замка в замок, вот это все, и она так это с таким оптимизмом говорила, с улыбкой на лице, типа, ха-ха, нам будет весело, мы там, и сам его искать. Я такой думаю, да, странно. И мне, знаешь, что понравилось? Мне, если это реально пророчество, это как бы предназначение, использовать книгу для победы над вот этим Ралом, Тралом, и если он ее использовал по такому пути, чтобы ее уничтожить, это был классный момент. То есть не типичное вот это использую вот это, чтобы победить, а он ее использовал, уничтожив, он ее использовал. И тем самым это, возможно, как бы в пророчестве сыграет роль, чтобы победить вот этого Трала. Это классный момент, прям реально. Вот, да, прикольно, да. Да, прям вот замут такой странный, необычный и тем самым цепляющий. Вот, а так серия хороша. Спасибо за просмотр, обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакции, залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы, подписывайся на Бустер, ранний доступ, эксклюзивы, и увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.